Всем привет! Вот как видите, имею вот такой автомобильный компрессор, довольно мощный. В данном видео мы его разберем, посмотрим, какая у него конструкция, какие металлы содержит и в каком количестве. Я думаю, это будет интересно и мне, и вам. Ну что, погнали! Немножко пробежимся по конструкции. Данный компрессор состоит из трех частей. Это первичная часть, вторичная часть средняя и также третья часть, немаловажная, это двойной электромагнитный шкив. Итак, принцип работы данного агрегата. Подается 12 вольт питания на вот эту фишку, на электромагниты на одной части шкива. В тот момент шкивы соединяются в одну конструкцию, в один шкив, и начинает компрессор работать. В первичной части начинается циркуляция фреона, а в средней части создается давление в кондиционере системе. И начинает функционировать и работать система кондиционера так, как и должно охлаждать нам салон в автомобиле. Вот как-то так. А теперь начнем разборку с фишки, с пробок и так далее. Дальше выкручиваем все ненужные болты, заглушки с корпуса компрессора. А также выбиваем вот эти втулки металлические с крепления корпуса компрессора. Вот такие стояли втулочки металлические. Дальше будем снимать сам шкив. Итак, открутили шкив и пробуем его снимать. Итак, вот та часть шкива, которая приводит в действие через вот эти электромагнитные колодки, вот эту круглую часть в действие. Дальше здесь стоит штопорное кольцо, попробуем его снять. Вот такое было штопорное кольцо. Итак, можно уже снимать вторую часть шкива. Конечно, для этого нужен съемник, но мы попробуем снять шкив вот таким принципом, при помощи молотка. Итак, демонтировали мы вторую часть шкива с компрессора оси. Как видите, эта часть всегда вращалась на компрессора оси тогда, когда компрессор был выключен. Вот та же самая электромагнитная катушка, которая всегда приводила компрессор в действие при помощи данного шкива. Включает компрессор в работу при помощи электромагнитного, так сказать, сцепления. Ну что, снимаем. Итак, снимаем штопорное кольцо внутреннее и снимаем электромагнитную катушку. Вот такое стояло штопорное кольцо. Дальше снимаем электромагнитную катушку. Вот она выглядит вот так. Ну и вот появилась вот такая картина. В результате у нас вот такой остался только компрессор. Ну что, разбираем дальше. Снимаем первичную часть. Вот эту. Смотрим, что там внутри у нас. Какая у него конструкция. Вот такая камера завихрения фреона. Видите? И больше здесь ничего нет. Откручиваем дальше вот эту гаечку. Итак, открутили вот эту гаечку. Снимаем вот эту детальку. Вот это алюминчик. Прокладка также из алюминия. Следующий цветочек, так сказать, который регулирует вот этими каналами открыть-закрыть. Также снимаем его. Это уже из нержавейки изготовлен. Вот и все. Задняя часть первичная разобрана. Вот так она выглядит. Дальше разбираем с передней части. И потом средняя. Итак, выкрутили все болты. Смотрим переднюю часть.
Передняя часть выглядит вот так. Здесь шайба с нержавейки. Дальше идет игольчатый подшипник в корпусе и уплотнительное кольцо. Больше ничего нет. Итак, я подключил шуруповерт к механизму данного агрегата. И теперь мы сможем посмотреть, как в реальности работает механизм внутри компрессора. Видите, каким принципом работает данный агрегат? Вот как-то так. Вот таким принципом работает компрессор, так сказать, который устанавливается на систему кондиционера. Ну что, снимаем с задней части вот эту тарелочку. Вот смотрите, как выглядит с задней части. Вот сколько поршней, которые приводятся в действие и создают давление в первичной камере. Дальше идет циркуляция под давлением фреона по кондиционеросистеме. Вот как работает с задней части, вы видите все визуально. Вот так выглядит средняя часть со всех сторон. Ну что, разбираем? Разбирается она очень легко и просто. Вот так. Вот сам механизм. Вот все поршни. Видите? А давление создается именно при помощи вот этих поршней. Вот такая система. Ну что, осталась только вот эта внутренняя часть. Ну что, разбираем ее? Выбиваем палец, снимаем ось. Дальше снимаем вот это штопорное кольцо. Вот такое. Снимаем вот эту часть. Сняли это металл простой. И также вот эту часть. Это тоже металл. Как видим, здесь стоит игольчатый подшипник вот такой большой. Также снимаем. Еще один внутренний подшипник игольчатый. А эта часть вся уже, кроме вот этих штоков с поршнями, это алюминий. Вот такой игольчатый подшипник. Ну и все. Здесь дальше уже алюминий. Дальше внутри корпус, алюминий и больше ничего нету. Вот эта втулочка, так сказать, это бронза. И все. Она выбирается вот таким принципом. Выкручивается с этого места при помощи отвертки. Вот и все. Вот такой клапан стоял здесь. Это бронза, кроме вот этого штока. Дальше здесь ничего нету, кроме игольчатого подшипника. Итак, вот окончательный результат. Вот столько было в данном компрессоре латуни. Ну, такие кусочки хорошие, грамм 100. Электромагнитной катушки было вот столько меди и вот столько алюминия. Дальше смотрим, что у нас еще было. Это было железо, тяжелый металл. Как видим, тяжелого металла железа было в данном компрессоре 2 килограмма 900. Как видите, у меня весы многотоннажные, и они 1 килограмма мне не покажут. Поэтому я свешу сначала вот эту болванку, и та разница в весе, которая будет между болванкой и нашим металлом, это и будет вес нашего металла. Как видим, этой металлической болванки вес 4800. Дальше ложим алюминий, и как видим, всего общий вес 7 килограмм ровно. Получается алюминия 2 килограмма 200 грамм. Вот наша медь. Медь никак не могу свесить. Здесь меди примерно где-то 200 грамм хороших меди. Вот как-то так. Я думаю, видео было интересное. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.